Представители знака зодиака Телец. Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 17 по 23 июля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений. Но я так надеюсь, что ваша интуиция, шестое чувство вместе с картами Дарон даст какую-то подсказку в любом случае. И у нас сегодня две колоды, и одновременно будем пользоваться Ленорман. И Ленорман, пусть это предсказательные карты, но очень разговорчивая колода, ее можно использовать как оракул. По крайней мере, я это делаю, практикую для себя. И есть удивительная способность, хоть это и не оракульные карты, но, знаете, вот словно какую-то квинтэссенцию вопроса или что важно, эти карты могут достать вот из глубин. Мы об этом не думаем, ускользает от внимания, а карты как раз это подмечают. И я думаю, что для вас это тоже будет полезно. На этот период не такой уж и большой, надо сказать, 7 дней. Но, может быть, какой-то вы пазл для себя сложите. Что-то у вас сейчас на повестке дня же все равно важное стоит. Или есть, может быть, какая-то нерешенная проблема, задача, которую тоже очень хочется реализовать. Итак, вот давайте будем на Таро наш классический расклад делать. И первая карта. Что важно знать? Чего не избежать или возможные неожиданности? Чему сейчас не время или что нам может помешать? А что нам будет помогать? И три карты по основным сферам деятельности, жизни, дела, работа, бизнес. Что у нас по финансам и личная жизнь. Итак, что важно знать? Рыцарь мечей. Существует какая-то правда, и нам могут выдавать под видом правды все, что угодно. Наша задача докопаться до какой-то сути. Это первое. Или, может быть, в пространстве, надо сказать, сама по себе эта неделя, вы можете перейти, у меня есть как раз события до конца июля, есть видео для всех знаков зодиака. Я там рассказываю вначале о планетарных явлениях, вот как раз они влияют на всех нас. И очень символично, что вам выпадает рыцарь мечей. То есть, с одной стороны, это, знаете, как правда. С другой стороны, с учетом того, что у нас на неделе, сразу вот на это именно, с 17 по 23, могут разворачиваться какие-то события. В каком плане? Ведь для кого-то это может быть один нюанс в вашей жизни. Как, например, мне выдали желаемое за действительное, а я понадеялся или понадеялась, или я просто поверила. И вот как раз мы здесь верим только правде. А если у нас есть сомнения, тогда мы должны найти эту правду. В хорошем смысле именно так проигрывается эта карта. Или мы, может быть, общаясь с людьми, все же должны подвергать вообще сомнению то, что говорят. То есть есть какая-то другая, оборотная сторона медали. Может быть, человек хочет нам это транслировать. Поэтому сказать, что мы здесь вот так вот сразу доверяем чему-то, я не могу. Все-таки рыцарь мечей – это часто, знаете, хладнокровие, выдержка и ну, умение видеть как то, что есть в реальности, так и больше пользоваться логикой, рационализмом, холодной энергией. Тут не про чувства. Видимо, у вас такой будет период. Это что важно знать. Как минимум в эти 7 дней следует в таких энергиях находиться. С другой стороны, это может быть человек, который, знаете, мы можем столкнуться с таким. И это тоже по планетарным событиям очень символично. Мы можем, как, допустим, с такой персоной столкнуться, которая нам что-то доказывает. Или есть такое значение в этой карте второй иллюминатов. Бунтарь без причины. Это те люди, у которых сложный характер, которые словно ищут какой-то конфликт, и мы должны от этого уйти. И точно, позиция невмешательства будет для нас наиболее перспективна и будет правильно. Мы себя не подвергнем риску, мы не проболтаемся о своих планах. Здесь ведь все-таки какую-то свою важную составляющую мы должны сохранить. Мы не должны об этом рассказать. Видимо, молчание будет для нас, увы, золото. И
умелая работа с информацией в целом. И если мы сталкиваемся с такими людьми, а у нас могут, кстати, 23 числа у нас Венера переходит в ретро-движение, тут могут как какие-то вопросы воскреснуть из прошлого, люди из прошлого. Так у нас еще и 23 числа к Меркурию присоединится черная луна или Лилит. Вот то самое зазеркалье, когда нам могут, например, ну, заведомо какую-то ложную информацию выдавать как за истину в последней инстанции, и мы не должны на это повестись. Могут быть и в плане даже фишинга какие-то происки, да, будем говорить, не дремлет, все-таки мошенничество, как-то не крути. Разные люди, мы живем в мире, и нас окружают совершенно разные персонажи. Вот где-то не расслабишься вам, мои дорогие тельцы, на этой неделе. Но правда, посмотрите видео, там просто более подробно, а я иду дальше. То есть держим руку на пульсе. Чего не избежать? Еще и король мечей выпадает. Вот мы должны действовать по закону, мы должны четко как бы соблюдать, как и закон, правила иерархии, какой-то структуры. Если для нас что-то непонятно, значит мы должны найти эту самую информацию или узнать, как правильно по закону, как оформить документ, как оформить то, что, может быть, вы бизнес открываете, или вы, ну, еще к какому-то делу приступаете, и нужна какая-то последовательность. Так вот, что мы должны сделать по правилам? Вот от этих правил мы как будто должны оттолкнуться, и тогда для нас словно подушка безопасности тоже обеспечена. Вот это примите во внимание. Также проходят и вопросы, допустим, связанные с, может быть, в судах у кого-то есть прения, тоже такое может быть, и тогда мы должны обратиться за помощью к специалисту, может быть, это юрист, или нам нужно оформить какой-то документ, значит, мы точно должны узнать, каким образом это сделать правильно. Может быть, это нужен адвокат. По этой карте проходят люди, наделенные властью, высокие чиновники. Ну и нам-то тоже следует быть в таких же энергиях. Потому что есть какая-то конкретика для вас на этой неделе. Что-то вы должны для себя сделать правильно, хорошо. И где-то не поддаться под воздействием той обстановки, которая будет вокруг вас складываться. И посмотрите, две мечевые карты. Мои дорогие тельцы, никаких эмоций. Вот так. Чему сейчас не время? Ну вот король пентаклей, да, ну вот нет ничего, чему бы сейчас не было время. Это ваша карта. В принципе, положительная карта, и она, кстати, говорит и о том, что как бы у нас нет какого-то риска, о том, что мы сами стремимся к какому-то статусу, к тому, что изобилие, процветание мы должны больше удерживать. Планы наши тоже мы сохраняем. И вообще действовать где-то осмотрительно, осторожно. Единственный, может быть, момент, но мы не ожидаем, что какая-то будет суперприбыль. Вот на этой неделе, видимо, нет. И короля, кстати, Пентакли отличает в дополнение вот к этим двум картам, что он надеется сам на себя. Не на его величество случай. Он больше, знаете, ну, реалист, и он умеет работать, он умеет что-то просчитывать. А если нужно, он умеет какую-то монотонно-рутинную работу выполнять тоже вот так вот слаженно и настойчиво. Ведь что такое успех? Успех – это трудолюбие в первую очередь. Вот вам его не занимать. Нет ничего того, чтобы нам сейчас помешало. Но, наверное, может быть, будут ситуации таковы, что по королю, допустим, Пентакли это более спокойные энергии, а по мечам тут есть какая-то импульсивность. Вот на этой неделе импульсивность может быть. И если у вас какой-то вопрос вдруг, знаете, ну вот появился на данный момент времени или в определенный день, значит, мы не можем, скорее всего, это отложить на потом. Где-то нам придется учитывать события, которые или новости, которые приходят извне. Но не расслабишься, уж это точно. Вот такое время. А что нам помогает? Шестерка Пентаклей. Делаем методично деньги, мои дорогие. Может быть, у вас какой-то прорыв будет в решении финансовых вопросов, как будто нам помогает. По этой карте нам кто-то может и прийти, кстати, на помощь. Но посмотрите, в колоде золоченого Таро нам прорисована именно так карта, что человек, он словно маг и волшебник. Он знает, как делать эти деньги. Вот, мои дорогие тельцы,
вы будете точно знать, что мне делать и чего мне не делать. И поэтому силы свои понапрасну не тратим. Видимо, какая-то многозадачность может быть. Или просто, знаете, многоинформационность недели, когда люди, может быть, нас как-то будут дергать в разные стороны или пытаться к чему-то приобщить, или доносить до нас много разной информации, и нам ее придется как-то обработать, может быть, найти вот ту самую правду, что мне сказали и что есть по факту, как-то проанализировать. Это все время, это все наши силы. Так вот, быстро, рационально распорядиться тем, что для меня сейчас на первом месте, а что для меня в принципе не имеет значения. Вот где-то это тоже будет относиться к деньгам, как будто нельзя терять времени. И нам сейчас помогают энергии именно для того, чтобы вы решили какой-то финансовый вопрос. И это 6, а 6 любая карта второ, это уже победа. Поэтому какая-то победа не за горами. А если у вас сейчас как раз финансовый вопрос на повестке дня стоит остро, как-то вы переломить эту ситуацию на неделе сможете. Дела, работа, бизнес. Паж жезлов. Какой-то новый проект. Может быть, вы к нему приступили, или недавно что-то начали, или планируете. Но точно будет вдохновение, будет здоровый азарт и желание, ну, какой-то самореализации или реализации данного проекта. По этой карте могут быть и дети с их какими-то насущными вопросами, проблемами, когда потребуется наша помощь. Но есть элемент новизны, и для кого-то это может проиграться, просто что-то меняется, может быть, по работе, какие-то новые законы, положения выходят, и нам, ну, свои действия придется как-то координировать иначе, с элементом новизны. И здесь проиграется у каждого по-своему. Ну, наверное, основные карты это будут как раз вот эти энергии, как короля мечей и рыцаря мечей. Все, что касается дела, работы, бизнес, да я бы сказала и деньги тоже. Но мы посмотрим, что у нас с деньгами. Умеренность, правда. Умеренность это, знаете, это гармония. Вот у нас должна быть гармония в душе. Мы не должны в первую очередь сомневаться. И у кого-то действительно тут выпадает старший аркан. Поэтому есть проблемы по финансам. Может быть, финансы задерживаются. Или какая-то история ваша, которая должна была, ну, каким-то другим идти чередом. Здесь пошло не так. И мы бы хотели что-то ускорить, но вот что-то есть как будто на стопоре по независящим от нас причинам. Скорее всего, в каком-то вашем вопросе финансовом наступил своеобразный пролапс, то есть, ну, вот что-то провисает. И вы хотите решить, как выровнять эту ситуацию, обстановку, или как-то перевернуть это дело, чтобы пошло в рост. Ну, буквально, да. Хотя применить вот эти фразы можно к любой практически сфере жизни, там, где у нас есть либо имущество, либо деньги. И, скорее всего, у вас как раз это и получится. И я могу сказать, что вот в этих энергиях вы где-то будете в течение этой недели. И если где-то мы сейчас не можем ускориться, значит, нужно вот с учетом той данности, которая сложилась на этот момент, разработать себе новый план. И все равно тогда мы как будто находим и возможность, даже если нам придется обратиться, кстати, к кому-то за деньгами, нам как будто помогут. По шестерке пентаклей это карта мецената. И, мои дорогие тельцы, у кого из вас творчество? И тут мы можем найти буквально мецената. Может быть, вы пишете книгу, рисуете картины, поэзия, ну, все что угодно. Может встретиться тот человек, который вас именно оценит, или, может быть, он уже есть, и тогда придет на помощь, который ценит ваше творчество, вашу личность. И здесь как раз вопрос финансовый, ну как-то вы закроете, решите. И я бы сказала, с учетом аркана умеренности, ну, наверное, тихо-тихо, спокойно телец воплощает в жизнь свои планы. Или то, что касается вот какого-то материализма, в хорошем смысле, у вас, несомненно, пойдут дела в гору. В личной жизни семерка жезлов. Но тут вот может быть как какое-то противостояние, или может быть есть вопросы, которые, ну, сейчас некоторую сумятицу вносят в вашу жизнь. И у каждого тут по-своему. Не совсем крупная карта, прям скажем. И больше она, знаете, о каком-то турбулентном периоде, когда вокруг может быть много советов, много людей, или люди себя ведут как-то так странно. Может быть, это какой-то режим многозадачности в вашей семье, кстати, если вы человек семейный. Или для тех, кто один или одна, значит, окунетесь вы в дела, работу, бизнес, деньги, скорее всего, это точно.
А вот в семье, значит, тоже есть какие-то вопросы, которые нужно решать как-то по мере поступления. И знаете, мои дорогие тельцы, фокус внимания все-таки вы должны держать на себе. Вы не должны поддаться какому-то уговору. Эта карта не говорит о каком-то противостоянии или мы что, кому-то что-то доказываем. Мы просто сохраняем свою правоту, и больше здесь позиция стороннего наблюдателя. Не тратьте какие-то свои силы, если даже вас к чему-то, может быть, как знаете, пытаются, ну, либо мнение какое-то навязать, либо другие. Иногда так бывает даже в семье. Ну, вот домочадцы видят, что мы должны сделать вот что-то именно таким образом в это время. А у вас какой-то свой бизнес-план или тезис-план или проект, но в то же время, может быть, для этого всего лишь потребуется отступить полшага назад. Ну, есть какой-то момент в этой неделе, когда для нас может быть режим многозадачности или когда очень много информации. Это ведь может быть еще, знаете, мы можем сами вот в эту многозадачность войти, потому что обстановка начинает меняться вокруг вас. И у кого-то вот как раз тоже проиграется семерка жезлов. Тогда мы сохраняем то, что для нас, опять же, важно. Вот вы, мои дорогие тельцы, вы центр всех интересов на этой неделе. Как будто, знаете, не должно быть лишних как движений, так и потраченного времени впустую. Вот каким-то образом для вас эта неделя очень значимая. Вот давайте мы спросим у предсказательных карт Ленорману. Я люблю эту колоду за то, что она нам может вполне дать такой дельный совет. Давайте узнаем, что для вас важно, вот какую подсказку, чему уделить тельцу внимание на неделе. Может быть, это то, чего мы не предполагаем или не видим. И у нас выпадает шестерка, или эта карта называется еще и тучи, или облака. И соответствует она крестовому королю, ну или можно сказать, это король жезлов. То есть есть определенная жезловая энергия, есть определенно то, что мы хотим где-то осуществить, реализовать, и где-то это пересекается с семеркой жезлов. Все-таки жезлы и крести, да, одна энергетика идет. И нам о чем хотят сказать? Вы знаете, какие-то неожиданности, возможные неприятности. Это не значит, что они будут. Это у кого-то, может быть, недавно, еще по горячим следам. Есть какой-то осадок или есть какое-то разочарование, что у вас произошло в жизни. И тут ведь туча– это не что-то постоянное, но она омрачает наше настроение. Она может символизировать какое-то препятствие, недомогание или какие-то события, которые выходят из-под нашего контроля. Есть такое ощущение предчувствия грозы, и может быть это просто обстановка какая-то накаленная такая вокруг вас, может свидетельствовать о том, что я словно жду, что сейчас могут быть любые перемены, что-то может перевернуться с ног на голову в любой момент. С другой стороны, карта говорит, тучи это не постоянно, это временно. Они вот как нахлынули или пришла эта туча, облако приплыло, вот точно так же быстро это исчезнет. Поэтому здесь больше может на нас влиять, знаете, такое состояние, может быть, мы какой-то вопрос, кстати, не могли решить финансовый в предыдущий период, или еще какая-то была проблема, и эмоциональный настрой у нас может быть так себе. С одной стороны, я должна сказать, на вас это будет влиять в положительном смысле. Как? А потому что мечи, потому что вот на этой неделе все иллюзии куда-то уходят. Вот, наверное, как облака, тучи, что-то меняется, и можно так перевести это в сторону эмоций, каких-то нашего эмоционального восприятия. Вот этого тут ничего нет. Есть какая-то конкретика, есть какая-то логика, и больше вам не захочется быть, как, знаете, под воздействием каких-то розовых очков или быть, может быть, в состоянии какого-то ожидания. Вот это тоже может быть. И, знаете, может, конечно, символизировать какой-то кризисный период, мои дорогие. Но это больше будет все равно сопряжено с эмоциональным, опять же, состоянием или нашим восприятием. Но это как катарсис, это очищение, это необходимый какой-то этап, когда мы должны окончательно проститься с какими-то
иллюзиями или с тем, что мы готовы были, может быть, прежде ждать, а здесь теперь нам захочется видеть что-то по факту. Вы словно меняете энергетику свою, может быть, поэтому нам и показали, чему сейчас не время. Король Пентаклей, он более ведь такой благодушный человек, то есть сама по себе карта говорит о человеке, который открыт больше людям, который, ну, где-то на доверии строит отношения. Вот с этой позиции, с учетом этих карт, здесь две мечи, вы, скорее всего, я никому не верю. Я не надеюсь на его величество случай. Я, более того, готов к тому, что ну, что-то тут может в любой момент начать меняться. И это вам дает сильную определенную позицию. И с другой-то стороны, ведь, знаете, карта может еще вам подсказывать, что действительно что-то в обстановке вокруг вас будет меняться. И поэтому нужно сохранять как свое финансовое положение, продолжать или продумать, каким образом я буду продолжать свое дело, если вокруг что-то поменяется, в свои позиции, в свои планы. И даже если вокруг хоть камни с неба, как я говорю, они просто тучи, мы должны какой-то свой проект все равно осуществить. Или какой-то вопрос финансовый определенно решить. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, да, смена энергии для вас действительно так. И будьте счастливы и любимы всегда.